И мне не важно, что там написано, совсем как в анекдоте, ведь это чистой воды AirPods только для Huawei, даже бодрее. Ведь здесь есть еще и кодек свой, те хотя бы просто кодек AAC делали, и с автономностью игры у них довольно странные, и по размерам они тоже их не победили, даже у бокса, даже первую модель. А прошло ни много ни мало 3 года с выпуска первых AirPods. Уши хорошие, такой скорости автоподключения я не видел никогда, и такой работы в играх. Tube 400, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, и у меня нет планов рассказывать вам о девайсах долго и мучительно. Не забывайте, кстати, участвовать в розыгрышах, условия на которые есть всегда в описании к видео. Подписывайтесь с колокольчиком и ставьте лайк за труды. А теперь тезисно все о последних ушах Huawei FreeBuds 3. Упаковка просто отличная, комплект стандартный, бокс, наушники, кабель, документация и зарядка. Я купил в белом исполнении, в продаже также есть еще черный цвет. Один наушник весит всего 4,5 грамма, 48 грамм весит чехол. И здесь я поступлю немного нестандартно для своих обзоров. Я разнесу плюсы и минусы наушников, чтобы вам было проще сформировать свое мнение. К плюсам отнесу быстрое сопряжение с Android устройствами, так же как и с iOS системами. Я бы даже сказал моментальное. Да даже с ноутбуком на винде они моментально соединяются. Дело в том, что, конечно, идеальным вариантом был бы здесь телефон Huawei под эти ушки. Да еще и с Bluetooth версии 5.1. Тогда вы бы могли через все 5 стен сигнал ловить. И задержка была бы у вас еще меньше, чем у вторых AirPods. Но это только с телефонами от Huawei. И для справки, даже в идеальных условиях во время тестов, наушники за полчаса при официальном тестировании дважды выводили шумы, что считается довольно крутым показателем, хотя в этом значительно они уступают по моим меркам подсам. Да, идеальных вещей не бывает, но в Air'ах я максимум за год вспомню, чтобы они в идеальных условиях у меня дома разок фанили, а эти фонят раз в час стабильно. Еще один несомненный плюс — это звучание. Это лучшие по звуку вкладыши, которые я встречал. Хотя это не значит, что нужно сейчас всем лететь в магазины, чтобы их купить. Мы ведь все знаем, что даже топовые вкладыши, пусть и с 14-миллиметровыми динамиками, как у этих Huawei, звучат хуже, чем стандартные затычки в 3 раза дешевле, те же Meizu Pop 2. Все здесь хорошо, и бас в наличии, но это вкладыши. Звучание чисто и правильное, запас громкости просто отличный, но ощущения вау-эффекта нет. Кодеки в наушниках, кстати, стандартные AAC и SBC. Хорошей я также считаю форму. Да, она здесь ни к селу, ни к городу. Странная, круглая, конкретно у бокса. На бок не поставить, но от остальных ушей отличается. Так же, кстати, как и сами наушники. Главное, не реплика, но объем незначительно, но больше. По длительности воспроизведения музыки я считаю, что Huawei, конечно, оказались на границе с добра и зла, плюсов и минусов. 4 часа на максимальной громкости. Мало. Все мы ожидали больше, но с другой стороны хорошо и стабильно. Главное ровно столько, сколько и обещали на упаковке. И для нас, смертных, здесь важно то, что я тестировал наушники после обновления от декабря 2019 года. И они ни разу у меня не отваливались полностью. И на девайсах с YouTube работали просто идеально. Повторяюсь, задержки ни на каких телефонах, которые я пробовал, а это Redmi Note 8 Pro, iPhone 7 Plus и OnePlus 7 Pro. Плюс я еще тестировал их с ноутбуком. Работали они просто идеально. Повторяюсь, задержки звука в них не было. В цифрах при идеальных условиях и со всеми плюшками, которые поддерживают наушники, они имеют задержку на 15% меньше, чем у подсов по заявленным значениям. А по-настоящему хорошо, что они используют изохронную двухканальную технологию BTU-HD Bluetooth Ultra Light Definition Audio, запатентованную Huawei, которая позволяет одновременно передавать сигналы на оба наушника, снижая таким образом не только время задержки, но и энергопотребление. Это не чисто их фишка, но хорошо, что они ее используют. Проще говоря, каждое ухо работает отдельно от другого напрямую с телефоном, и заметной задержки по этой причине нет, если на пальцах, и это очень хорошо. Белый цвет индикатора на блоке, когда он заряжается, как проводной, так и беспроводной зарядкой. Красное значит, что блок зарядки вашей заряжен. Поддерживается как беспроводная, так и реверсивная зарядка, и это хорошо. Странно, но с некоторыми телефонами смена кодека может увеличить вашу громкость. Есть защита от влаги и пыли стандарта IP64, и это значит, спортом в них можно заниматься без проблем. Наушники также из ушей не выпадают, как и AirPods, но лучше, конечно же, купить силиконовые накладки и силиконовый шнурок. Люфта у крышки бокса нет совсем, а я-то думал, это реализовать невозможно. Apple, учитесь. Конечно же, у всех блоков питания AirPods этот люфт в наличии. В каждом наушнике по 30 мАч и заряжаются от кейса они всего за 1 час на 100%.
100%. Кейс в 410 мАч заряжается от проводной зарядки всего за час. Bluetooth Huawei Kirin A1 версии 5.1 на процессоре Kirin A1. Управление адекватное, нажатиями на наушник. Все функции штатные, но громкость можно менять только через ассистента голосом. И это не особо хорошо. Все активируется тапами. На Huawei есть анимация при подключении, беспроводная зарядка стандартно QI 2 Вт, проводная зарядка USB Type-C 5 вольт 1,2 ампера, то есть проще говоря 6 Вт. Самый большой плюс я добавлю, конечно же, в конце. Мультиподключения у ушей, как у вторых буллетсов, нет, но переподключаются наушники просто молниеносно. Настраиваете в программе наушники один раз, работают они со всеми устройствами по этим настройкам. И самое крутое в них — реально играть не просто в игры на телефоне, а прямо в PUBG Mobile. Можете послушать, какая здесь задержка. По моим меркам она просто минимальная, играть можно реально с комфортом. Как говорил Роден, я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее. Но Huawei сделать это не смогло. Начну с Шамодава, он здесь есть. Настраивается вручную через программу пользователям, и даже объяснять принцип его действия желания у меня нет. Работает он в любом случае плохо, и эту инструкцию я считаю чистой воды маркетинговым ходом. Неважно, есть ли он или нет, если сама функция по себе отвратна и максимум может вызвать у вас расстройство психики. Лучше к ней вообще не прикасаться. Я не знаю, кто и каким образом может радоваться тому, что Шумодав типа работает и как бы ничего не слышно, но что-то слышно. Он либо есть, либо его нет. Вот здесь я считаю, Шумодава нет. Классная форма только на вид. Мало того, что уши обладают меньшей автономностью, чем AirPods, но при этом бокс зарядки мы имеем большего размера. Как, кстати, и сами наушники. К сожалению, немного, но больше, притом менее удобная форма. Бокс при этом просто моментально покрывается отпечатками, так же, как и моментально царапается. На айфоне можно настроить наушники через приложение Huawei Smart Home. Вы поверили? Но это в идеале и по слухам. По факту на iOS-системах нет программ для сопряжения настройки и переназначения тапов, как и обновления прошивки. На андроиде есть через приложение AI Live. Можете его скачать просто зайдя через поиск, можете через QR-код на коробке. А в недостатках это от того, что сама приложуха могла бы добавлять ушам не только функционал, но и ту же анимацию на телефоне, а еще лучше функцию автопаузы. Даже реплики AirPods за 1500 рублей имеют активированную функцию автопаузы при наличии сенсоров со всеми микрофонами, а Huawei нет. То есть, проще говоря, сенсор есть, наушник из уха вы можете вынуть, но пауза у вас при этом становиться, если у вас телефон не Huawei, не будет. Качество звука очень сильно зависит от того, с какой программы вы проигрываете музыку, и это факт. Если у вас изначально тихий звук, сделайте просто полный сброс наушников и обязательно их обновите. По управлению хочется добавить, что тапы должны быть четкими. Вроде бы это против излишней чувствительности, но иногда бесит довольно сильно. Проще говоря, я в принципе сенсора не люблю, а здесь он слишком правильный для меня. А вот звучание настолько хорошее, что даже не верится, что это реализовали в наушниках-вкладышах. Смысла сравнивать со вторыми Xiaomi-шными Air'ами я не вижу. Не конкурент здесь Xiaomi ни по качеству материалов, ни по размерам, хотя по микрофону и звучанию проигрывают Huawei они незначительно. И, конечно, имеют цену вдвое привлекательнее. Тест микрофонов Huawei FreeBuds 3 на улице. Довольно сильный ветер. Катают тачки рядом с дорогой, я как раз и стою. Микрофоны, по моему мнению, просто отличные. Вот прямо сейчас рядом со мной проезжает машина. Если вы меня слышите, а я уверен, что слышите вы меня хорошо, то микрофоны отрабатывают более чем. Притом даже голос не приходится повышать очень сильно. Во всяком случае, я не кричу, как обычно это делаю в затычках. Тест микрофонов Huawei FreeBuds 3 в помещении. Рядом работает плита. В принципе, я не скажу, что здесь вообще нет посторонних шумов, но я уверен, что работают микрофоны просто отлично. При том, что они, конечно же, отлично работают на улице, в помещении фактически голос максимально чистый. Микрофоны рекомендую ничуть не меньше, чем AirPods-овские. Итого, цены на Huawei FreeBuds 3 плавают в районе $150 по ссылке в описании на Алиэкспрессе с доставкой. На распродажах их можно будет купить до $110. Почитайте отзывы на Алишке, уверен, они будут вам полезны для того, чтобы вы сделали свой выбор или его не сделали. В России наушники реально сейчас приобрести в районе $140 в магазинах у официалов прямо у дома. Резюмирую сегодня просто. Рекомендую наушники для телефонов от Huawei однозначно. Остальным взвешивать за и против самим. Надеяться на работу шумодава для снижения окружающих шумов до уровня 15 дБ, как они обещают, не стоит. Это просто вкладыши с очень хайповой рекламой. Шумодав либо есть, либо его нет. Здесь, я считаю, это просто рекламная попытка. Плохая попытка сделать хорошую вещь. А главное, FreeBuds 3 это первые ТВС, в которых задержка
задержка при игре в PUBG практически неощутима. А у меня беспроводных наушников на обзорах было минимум 2500. Я не знаю, как они это сделали, но это первые уши, в которых мне играть комфортно. Хотя я и не проф, и для профов это, конечно же, тоже лютая задержка. Но для обычных пользователей более чем. Не забывайте подписываться и ставить лайк за труды, если вам обзор был интересен. Пишите, с чем эти наушники сравнить. Завтра расскажу вам о двухсторонней зимней куртке от Xiaomi с двухзонным обогревом. Вам будет интересно. Обещаю рассказать быстро. Приходите на стрим завтра вечером. На канале мата нет, но есть очень дружная и добрая компания. Так же, как и дружный и добрый телеграм-канал. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.